we're talking about is climate change and climate variability. Итак, тема сегодняшней лекции – это изменение климата и вероятность, изменчивость климата и как это влияет на сельскохозяйственное производство. I'm sorry. So the funding from the World Bank basically is emphasizes climate change adaptation and mitigation. По мнению Всемирного банка, это имеет огромное значение, то есть очень сильно влияет на производительность. I realize that you as a group are probably more interested in season yield forecasting, and we'll try to cover that in the coming lectures. Но как группа, то есть учитывая те организации, где вы работаете, наверное, вас больше интересует то, как это влияет на сельскохозяйственную производительность. Но мы об этом поговорим в наших следующих занятиях. So there's a lot of research being done in the area of climate change and climate variability, also with the use of these sets. So I'll just give you a brief overview with one example application. Уже достаточно много исследований было проведено и проводится в настоящий момент по изменению климата и климатической вариативности. Но мы вкратце такой сделаем обзор, да, этих исследований и поговорим об одном примере. So we all realize, and in fact we saw it very clearly in the previous demonstration by Cheryl, that climate and weather have a major impact on agriculture. Мы в целом понимаем, что климат и погодные условия очень сильно влияют на сельское хозяйство, и, в общем-то, Шерил в своем упражнении как раз-таки это и продемонстрировала. So it basically determines what type of crop we can grow, where we can grow that crop, and how we're going to manage it. Самые главные три вещи, на которые влияет климат и погодные условия, это выбор культуры, то есть что сажать, что выращивать, где это выращивать и какие агротехнические мероприятия предпринимать. We realize that soils play a major role too, but if the weather conditions are not favorable, we basically cannot grow a crop. Мы также, конечно, понимаем, что почва играет очень важную роль в сельском хозяйстве, но если погода плохая, нас никакая самая лучшая почва не спасет. And we still also need to keep in mind that there are also socioeconomic factors as well. And when we work with smallholder farmers, especially economics become key because they ultimately have to make money. Ну и мы, конечно, должны, скажем так, держать в голове или не забывать о социально-экономических факторах, потому что особенно, когда мы говорим о мелких фермерах, для них их работа, в общем-то, обеспечивает их благополучие и благосостояние, то есть они должны кормить свои семьи. And again, we saw that clearly in the previous demonstration by Cheryl, that there's somewhat of a difference between the fertilizer level where we have a maximum or optimum yield versus the one when we look at the net income of a farmer. Да, то есть вот как в упражнении Шерил было, да, урожай может быть какой-то и был, да, при определенном количестве азотных удобрений, и, может быть, и высокий, но, несмотря на это, фермер все равно терял деньги, потому что этого урожая было недостаточно для того, чтобы покрыть издержки и чтобы еще что-то осталось. So I've showed this slide before in my introduction, but we all realize that farming is indeed a risky business, mainly because of the extreme weather conditions farmers have to deal with. Этот слайд вы уже видели в моей предыдущей презентации. В общем, главная идея какая здесь? То, что фермерство и сельское хозяйство – это достаточно рискованный бизнес, и фермеру приходится как-то справляться, и в любом случае он сталкивается, например, с какими-то экстремальными метеорологическими событиями или условиями, например, ливневые дожди или наводнения. So we can have excess rainfall causing flooding, we can have drought, which I realize is very common in your region, we can have freezes that affect the crops, and then we can have winds as well. То есть ливни могут приводить к наводнениям, также, что, в общем, наверное, более характерно для вашего региона, могут случаться засухи, что также влияет на фермеров. Это могут быть периоды резкого понижения температуры или, например, ветровой режим.
I'm not sure if you locally have issues with tornadoes. We probably don't have hurricanes, but just as a side note, here in Gainesville today, we're expecting that a tropical storm is going to come across the city, so everything is closed, including the university. Ну, я не знаю, насколько актуальна для вас является проблема ураганов и торнадо в Центральной Азии, но вот, например, сегодня в Гейнсвилле нас предупредили, мы ожидаем прохождение через город тропического урагана, и поэтому сейчас все закрыто, все готовятся к тому, что это случится. So then the basic question is, how do farmers use weather and climate in their daily decision process? И поэтому главный вопрос какой? Как фермеры для организации своей вот рутинной ежедневной работы могут использовать данные по погоде и по климату? So we as agrometeorologists, hydrometeorologists, crop modelers, we're not really very well equipped to ask these questions. So what you actually see here on this slide on the right are two social scientists, or better anthropologists, talking to a farmer and an extension agent. Мы, люди, которые занимаются метеорологическим моделированием или агрометеорологическими вопросами, мы, конечно, скажем так, у нас вот эта связка с фермерами, мы находимся достаточно далеко от них, нам сложно с ними общаться, поэтому на этой фотографии вы видите двух социальных работников, консультантов, которые, скорее всего, по образованию даже, может быть, антропологи, они вот как раз-таки и, скажем, переводят научный язык специалистов, которые занимаются моделированием, на язык, понятный для фермеров. So several years ago, we had a very large funded project by the United States government to really trying to understand how farmers make decisions, especially as it was driven by weather and climate conditions, and then use that information to help develop decision support systems for farmers and extension agents. И поэтому, в том числе пару лет назад, при поддержке правительства США реализовывался достаточно масштабный проект. Он был направлен на то, чтобы понять, каким образом фермеры принимают свои решения вот, на основании данных по погоде и по климату, для того, чтобы мы уже, в свою очередь, попытались создать так называемую систему поддержки решений, которая бы отвечала интересам фермеров. So we realized that the information might not be relevant for Central Asia, but this is what we found in the state of Georgia and the state of Florida, that weather is important, for instance, for crop selection and planting timing and input management. И, возможно, ситуация в вашем регионе немножко другая, но, по крайней мере, по Флориде и по Джорджии, это два штата в США, вот так по результатам этого исследования выглядела ситуация. So what you see here on this slide is a survey that was conducted by many farmers. So the frequency actually relates to the number of farmers that on the survey selection form ticked off the crop selection that it was, they used weather and climate information for crop selection. И мы здесь, что на этой таблице? Frequency, это вот вторая колонка, крайняя правая колонка, это количество фермеров, которые галочкой отметили в соответствующем вопроснике, да, на какие их решения по поводу каких мероприятий влияют данные по погоде и по климату. And we even found that some farmers actually changed their variety selection based on the long-term climate forecast. So they moved from a long season variety to a short season variety for peanuts. И, в частности, было выяснено в рамках этого исследования, что на основании климатических данных, то есть каких-то прогнозов, да, долгосрочных прогнозов по изменению климата, многие фермеры даже переходили на другие культуры с культуры с длительным вегетативным сезоном к культурам с коротким, например, на арахис. So let's step back and review again how weather affects the different growth and development processes of a crop. Ну и давайте вкратце еще раз вспомним, да, каким же образом погода влияет на сельское хозяйство.
So we start here with temperature, and we list here a set of processes. Some of them we've covered in the lectures, and some of them we haven't covered in the lectures. Начнем с температуры. По некоторым этим моментам мы уже говорили в рамках своих лекций, по некоторым нет, но в любом случае. So on the early lectures, we talked a little bit about development. So we know the temperature has very much an impact on the rate of development, the number of days to flowering, the number of days to maturity, and how quickly leaves are being formed on the plant. И мы знаем, что температура очень сильно влияет на развитие культур, развитие растений, то есть это и сколько дней требуется растению, например, для того, чтобы достичь фазы цветения, сколько дней требуется для того, чтобы достичь фазы зрелости, или, например, в зависимости от температуры меняется скорость наращивания листовой площади. So temperature also has a major impact on how quickly leaf expands. So shown here as leaf area expansion, and the leaves are used by the crop for the photosynthesis process to capture light and to convert water and CO2 into carbohydrates. И это, в свою очередь, влияет, то есть площадь листовой поверхности влияет на то, сколько солнечного тепла может адсорбировать растение, соответственно, как быстро или как медленно проходит процесс фотосинтеза, а это уже влияет, в свою очередь, на то, с какой скоростью растение может развиваться. The temperature also has somewhat of an impact on what we call dry matter partitioning. So after the photosynthesis process, the plant has a pool of carbohydrates that need to be distributed to the roots, the leaves, the stem, and reproductive structures. So that's what we call dry matter partitioning. And that's also affected by and controlled by temperature. Ну и мы, то есть, уже говорили о таком понятии, как разделение сухого вещества, и после того, как то есть в результате процесса фотосинтеза растение формирует определенный запас углерода, который должен, часть из него пойти на рост растения, часть передается в корни. So temperature also had somewhat of an impact on the potential evapotranspiration as well as transpiration, as well as evaporation, and then depending on how quickly the plant can replace water loss for transpiration, it also will indirectly impact water stress or drought stress. Это, в свою очередь, влияет на количество, на время, которое требуется растению для того, чтобы компенсировать воду внутри себя, которая теряется в результате эвапотранспирации, ну и, в свою очередь, на то, как растение, то есть в насколько серьезном состоянии стресса, например, водного стресса, развивается растение, и как происходит переход органических веществ в почве в неорганические. Then finally, there are also a lot of processes that occur in the soil, especially the transformations from organic to inorganic nitrogen, carbon, phosphorus, as well as the other direction, is also impacted by soil temperature. Также температура влияет на то, как происходит переход, например, органического фосфора, азота или других веществ в неорганическую форму. So I also again show this slide during probably my first lecture as well. So here we see a summary of soybean grown in the state of Georgia, and this is the response of yield to maximum temperature shown on the left graph. Этот график я уже вам показывал. Это данные по выращиванию сои в штате Джорджия, и мы здесь видим, как максимальная температура влияет на урожай. So each point represents a different location or a different year. So we've recorded the temperature during those years, those locations. We've calculated the average maximum temperature, and then we've plotted that against the observed yield. Здесь каждой точке соответствует определенное количество
урожая и в определенном месте, то есть мы вот в таком количестве локаций снимали эти данные, измеряли, какая была температура, какой был урожай, и после этого смоделировали такую же ситуацию. So we can see clearly that for a crop of soybean, a grain legume, that it really doesn't like high temperature. So the higher the temperature, higher the maximum temperature, the lower the yield. И мы видим, что, по крайней мере, по этой культуре и другим бобовым, это растение не очень любит, скажем так, жару, да, поэтому чем выше максимальная температура, тем ниже урожай. So, and again, we took that information from the experimental side. So we had the daily weather data, we had the soil data and crop management, and used that as input into the crop model. И, как я уже сказал, вот эти наблюденные данные, ежедневные данные, были использованы потом уже для целей моделирования. So then what we see on the right is the simulated yield by the soybean model of DSET. И вот справа, то есть слева у нас это наблюденные урожаи, справа это смоделированные урожаи. Эти данные были получены с использованием системы моделирования DSET. And again, we can see that the model is able to simulate these conditions very well, and we see exactly the same response as you see on the left with respect to the higher the temperature, the lower the yield. И мы видим, что в данном случае модель себя очень хорошо показала, то есть смоделированные значения практически ничем не отличаются от наблюденных. So then the next one we want to look at is rainfall. And again, we saw in the demonstration by Cheryl how sensitive that particular example, the crop was to rainfall. Следующий фактор – это осадки. И опять же, Шерил в своем упражнении продемонстрировал, насколько важно количество осадков. So basically what we're looking at is the amount of water that is available in the soil and that can be extracted by the crop. Нас интересует что? Это количество влаги, которое находится в почве и которое растение может из влаги поглотить. And again, as из почвы. Again, as we showed earlier, in the model we calculate a potential demand through potential evapotranspiration. We have a potential water supply for the soil, and we compare those two. And if the supply is less than the demand, the model will calculate drought stress or water stress. У нас тут два основных параметра или переменных. Это потенциальное содержание влаги в почве и потенциальная эвапотранспирация. Если разница между ними отрицательная, это, соответственно, уже говорит о наличии какого-то водного стресса. Модель может рассчитать, какова же степень этого стресса. And then these drought stress or water stress has a major impact on the growth process, as I showed you earlier, even in the temperature overview slide. И это, в свою очередь, очень существенно влияет на различные процессы развития в дополнение к температуре. So rainfall through soil moisture also has a major impact on the soil organic matter decomposition that happens in the various soil layers. Также температура и содержание влажность или влажность почвы влияют на все процессы, которые происходят, например, разложение в различных слоях почвы. And then finally, the rainfall also has a major impact on the soil nutrient dynamics as well. So for instance, if we look at nitrogen, we get a large amount of rainfall, then we could see that potentially some of the nitrogen could leach out of the bottom of the soil profile into the groundwater. И это количество осадков также влияет на динамику различных процессов, которые происходят в почве. Например, если у нас очень высокое содержание азота в почве и у нас выпадает большое количество осадков, то есть вероятность, что какая-то часть этого азота будет вымыта из исследуемого слоя из почвы и уйдет в подземные источники воды. And then finally, the last factor is going to be solar radiation, which of course has a major impact on the photosynthesis process, again, where we convert CO2 and water under the influence of temperature into carbohydrates.
Ну и следующий параметр – это у нас солнечное излучение. Тоже мы понимаем, что это такой фактор значительный. Он влияет на все остальные процессы совместно с, то есть вместе с температурой и влажностью. In a model, we use solar radiation to calculate potential ET based on the Priestley-Taylor equation. So again, it has a major impact there as well, and then indirectly has an impact on the drought stress we discussed under the rainfall section. И мы знаем, что солнечное излучение очень сильно влияет на потенциальную эвапотранспирацию, то есть и таким образом на фактическую эвапотранспирацию и нагрузку на, то есть усиливает или уменьшает водный стресс, под которым находится растение. Внутри модели для расчета этих параметров используется уравнение Пресли. Somebody else. Who was it? I'm sorry. Priestley-Taylor. Priestley-Taylor. Уравнение Пресли-Тейлора. Okay, sorry. And then, although we don't deal with the model right now, we do realize that solar radiation has an impact on canopy temperature as well. And actually, as a side note, we have a in-house version of the model that is looking at what we call an energy balance and actually calculating a canopy temperature. Также мы понимаем, что солнечное излучение влияет на температуру в кроне, да, и даже у нас есть, скажем так, такая внутренняя версия системы DSAT, которая рассчитывает микроклимат, который формируется внутри и под кроной растения для расчета энергетического баланса. So again, I want to show you the response graph, and I think I showed you this graph during the first presentation. So the same soybean trial I showed you from temperature shown here for rainfall on the left. Этот график я, кажется, тоже уже вам показывал. Это тот же самый эксперимент в Джорджии по сое. Сейчас только у нас данные по осадкам. So what we have on the x-axis is the average rainfall per day observed during the growing season, and on the y-axis we have yield. По оси X у нас количество осадков в миллиметрах в день, это ежедневные данные. По оси Y это килограммов урожая с гектара. So each of these points represents a different year or a different location. Как и в первом случае, каждый из точек отображает разный год или какой-то отдельный год или отдельное место расположения. And we can clearly see that for this particular environment, we need at least 2 millimeters of rainfall per day on average to grow a fairly decent crop. И мы видим, что для того, чтобы у нас такой получался средненький урожай, скажем, да, нам требуется как минимум 2 миллиметра влаги в день. Well, rainfall over probably around 3 millimeters per day probably doesn't make any difference on yield. Ну, а если у нас где-то около 3 миллиметров осадков в день, то это существенным образом никак не влияет на урожай. So on the right, then we see again the same what we did with temperature, but now for rainfall, what we predict with the crop model. Справа вы видите график со смоделированными данными. So again, we got the daily inputs from the weather data from the experimental side. We used as input for the crop model. We had the soil data, we had crop management, and we had the genetics. Ну и эти смоделированные данные у нас получились на основании наших наблюденных данных по температуре и осадкам. Мы также учитывали, то есть мы имели данные по различным сельскохозяйственным операциям, которые выполнялись фермерами, и по генетическим характеристикам этой культуры. And again, we can see that the model is able to predict this response for rainfall over yield very well compared to the observed data. И мы видим также при сопоставлении наблюденных и смоделированных данных, что модель достаточно близко, достаточно четко отображает реальную ситуацию. So then finally, we
I have to talk a little bit about CO2. So we know CO2 affects photosynthesis, and indirectly it also has an impact on potential evapotranspiration, especially actual evapotranspiration through submantle closure and just crop water use. Ну и еще один параметр – это содержание СО2. Мы знаем, что это в значительной степени влияет на процесс, на фотосинтез, на потенциальную эвапотранспирацию и на водопотребление сельскохозяйственной культуры. So on this slide, we also list day length for photoperiod. It's not necessarily considered a daily weather effect, but it does have an impact on especially reproductive development, and in some cases it could also affect the dry matter partitioning of a crop. Следующий параметр – это продолжительность светового дня или так называемый фотопериод. Это влияет на репродуктивное развитие и разделение сухого вещества внутри растений. So what we see here then dealing with climate and weather variability over time. So on the x-axis we have year, and on the y-axis we have yield. Здесь мы видим данные по вариативности годовой урожайности в зависимости от изменения климата. И по оси X у нас, видите, года, по оси Y урожай в килограммах с гектара. So the top line shows how well the models simulate different years, different yield responses. So we can see a lot of variability, which is all due to differences in weather conditions from one year to another year. Мы видим, что достаточно высокая вариативность смоделированных данных. Это все происходит из-за меняющихся погодных условий. So the pinkish color is the observed data. Розовым у нас отмечены наблюденные данные. So normally we would expect that the model overpredicts slightly what we observed in the field conditions, because the models are unable to capture everything we see in the field conditions. So when we scale it down using the green squares, we can see the model responds very well to the observed data and is very close to the observed data. Мы знаем, что прогнозируемые данные, как правило, получаются выше, потому что модель не может учитывать все факторы, которые влияют на урожайность или на культуру в реальной жизни. Так вот, после калибровки этих данных мы видим, это у нас зелененькие квадратики, мы видим, что модель достаточно хорошо отражает реальную ситуацию. So again, we saw a similar response when Cheryl provided her demonstration for the Maize model for Zimbabwe, that the model is also able to respond very well to differences in annual weather conditions. И также в рамках того упражнения, которое Шерил сегодня показывала, по вот этому эксперименту в Зимбабве с кукурузой, что модель также очень хорошо отражает и учитывает все соответствующие параметры. Имеется в виду метеорологические изменения погоды. So then we finally get to the topic of climate change and climate variability. Итак, что касается изменения климата и климатической вариативности. And surprisingly, it hasn't always been about increase in temperature. Several years ago, in fact, in 1985, there were discussions about actually a cooling effect due to the environmental consequences of a potential nuclear war. И в то время как сейчас в основном говорят то есть под изменением климата имеется в виду повышение температуры. В общем-то, не так давно, в 1985 году, в том числе ученые говорили об обратном тренде, о снижении температуры. So even in that case, they were using the crop models to look at potential impact of a nuclear war on yield. In this case, then looking at the impact of changes in temperature, and especially changes in sunlight and sunlight dimming, and how it would impact the crop. И изменение температуры в отрицательную сторону, то есть снижение температуры не в результате изменения климата, а в результате ядерных взрывов или ядерной войны, в том числе с точки зрения
как может уменьшиться или измениться количество солнечного цвета, как может меняться температура, осадки, химические характеристики атмосферы и другие. So and again, hopefully you all started to realize a little bit the power of these crop simulation models and how we can use it to look at issues such as either nuclear winter, climate change of an increase in temperature, an increase in CO2 conditions, and climate variability. В любом случае, для тех и других целей, то есть вот даже для ситуации с ядерной войной использовались вот такие же модели для того, чтобы смоделировать, что же может происходить. Как бы то ни было, будет ли температура увеличиваться или уменьшаться, влияние изменения климата и климатической вариативности на сельскохозяйственное производство, он неоспорим, и моделирование моделей помогают нам анализировать и вырабатывать различные меры по смягчению последствий от изменения климата или адаптации. So basically, we don't really know what a future will be. Either it will be warmer, it will be cooler, it will be drier, or it will be wetter. So we can use these crop models to look at what we call what-if type scenarios. То есть, как мы всегда говорим, мы не знаем наше будущее, мы не знаем, какой в будущем будет климат, будет он жарче или холоднее, влажнее или суше, мы этого не знаем, и поэтому очень удобно для прогнозирования ситуации использовать именно модели для того, чтобы анализировать различные сценарии, а что если. So when we start with climate variability, many of you are probably familiar with the ENSO phases, where we look at the temperature in the Pacific Ocean. I'm not really sure if ENSO has a major impact in Central Asia, but it does have a major impact here in the southeastern United States. Не знаю, насколько кто из вас знаком с этим понятием ENSO. Это у нас температура морской поверхности Тихого океана и колебания соответствующих температур в южном полушарии. Но вот, по крайней мере, для Флориды, для регионов, которые находятся на побережье, это существенный фактор климатической вариативности. In this case, the future short-term climate is predictable because we can measure that the changes in the temperature of the Pacific Ocean, and as such, we can provide recommendations to local growers based on historical conditions. If it's going to be a La Niña event, if it's going to be an El Niño event or a neutral event. Но, как я уже сказал, для нас это такой очень важный инструмент, потому что на основании изменения температуры морской поверхности в Тихом океане, в южном полушарии, мы можем прогнозировать, как будет меняться в целом ситуация, будет ли это у нас событие La Niño или El Niño, или это будет нейтральный по своему характеру какие-то изменения. Мы можем фермерам говорить, как мы думаем, будет меняться ситуация. So in this particular case, we can use historical weather data. For instance, here's an example of El Niño. So we've taken all the historical weather years when El Niño occurred. We use that as input into the crop models, and that allows us then to determine the optimum planting date, the optimum fertilizer application rate, and the ultimate impact on profits shown here on the z-axis. Здесь вы видите результат работы. Были взяты данные, исторические данные по всем событиям Эль-Ниньо за достаточно продолжительный период. И на основании этого было смоделирована оптимальная дата посева, оптимальное количество удобрений, которые необходимо использовать. И вот на основании этого давались определенные рекомендации фермерам. So again, we can clearly see that there's an optimum planting date and optimum fertilizer rates shown here by the circle that results in an optimum profit for a grower or a producer. Третий параметр, извините, я забыл сказать, кроме оптимальной даты высадки и оптимального количества удобрений, это оптимальный доход для фермера. Все это позволяет предсказать или спрогнозировать, смоделировать модель.
So then let's move on to climate change. Ну и что же касается самого изменения климата непосредственно. So we do know for sure that the concentration of carbon dioxide in the atmosphere is increasing. So what you see here is a standard that is measured at a Mauna Loa Observatory in Hawaii in the middle of the Pacific Ocean. And as of November the 9th, a few days ago, the amount of CO2 in the atmosphere observed at Mauna Loa is 412 parts per million. Say it again, how much? Okay, 412 parts per million. 412 parts per million. Shown on the top here. Oh, okay. Yes. И мы знаем, что содержание углерода в атмосфере очень серьезно влияет. То есть это один из главных параметров, по которому измеряется изменение климата. Вот эти данные взяты из обсерватории Мауна-Лоа, которая располагается на Гавайских островах в середине Тихого океана. Так вот, самые последние данные за 9 ноября 2020 года – это 412,23 миллионов частиц. So what we can see here on this graph, starting in the early 1960s all the way to 2020, the increase in CO2 concentration in the atmosphere, starting around maybe 318, 315, and now all the way up to more than 400 parts per million. Видите, что здесь данные представлены где-то с 50-х годов. Тогда содержание углерода в атмосфере было примерно 315, это 318 частей на миллион. Сейчас, в 2020 году, этот показатель увеличился почти что на 100 единиц. So probably many of you are also familiar with the IPCC, the International Panel for Climate Change, and their impact assessment report. So this is AR5, which came out in 2013. Вы, наверное, знакомы с деятельностью, с работой так называемой межгосударственной группой экспертов по изменению климата. Они подготавливают оценочные отчеты. Вышел к настоящему моменту 5-й отчет. So currently, IPCC is working on the 6th assessment report, which is scheduled to be released next year and in 2022. Сейчас эти специалисты работают над 6-м оценочным отчетом, который предполагается, то есть его опубликование планируется в следующем году или в 2022. So many of you are probably also very familiar with the projections for temperature shown here. So we see again 1950 through 2100 on the x-axis and the projected change in temperature on the y-axis. Вы, наверное, знаете, что, то есть знакомы с тем, что прогнозируется повышение температуры. И опять же, вы здесь видите на этом графике данные с 1950 до 2100. Это уже спрогнозированные данные. И вот соответствующее увеличение температуры, средней температуры по планете. And there are different RCPs depending on what the socioeconomic structure of the future will look like. So some of them are very pessimistic. If you look at the orange-red one for RCP 8.5, and some of them are optimistic on RCP 2.6. И вы, наверное, слышали также о так называемых RCP. Это сценарии, то есть репрезентативные траектории концентраций, которые, скажем так, соответствуют разным сценариям развития ситуации, то есть от самого пессимистичного до самого оптимистичного. So then how do we deal with true climate change in the crop simulation models? Как же нам это может помочь в нашей работе и как мы это можем использовать для целей моделирования для сельского хозяйства? So as I showed you in the earlier graphs, we know that the models respond very well to temperature and rainfall. Как я уже показал на нескольких предыдущих слайдах, модель достаточно достоверна и показывает, выдает значения по температуре и по осадкам. So what we see here actually is a combination of not only temperature, but is also CO2, and in this case is for the peanut model.
Здесь мы видим, то есть на этом графике отображены комбинированные данные. Это у нас, во-первых, температура, во-вторых, содержание СО2 в атмосфере. И данный эксперимент касается у нас сои, арахиса. So what we have on the x-axis is the mean temperature for this particular experiment, and what we have on the y-axis is the pot weight. So if we look at a peanut, we're not always interested in the seed. We actually harvest the entire pot and total canopy weight. И здесь по оси X у нас средняя температура в градусах Цельсия, по оси Y выход биомассы, то есть это собираемый урожай, потому что нас, конечно, масса стручка как таковая не интересует, нам интересно, сколько мы можем получить от фактического урожая, который мы можем использовать. So what we see here on the bottom graph is simulated and observed. So the red line is observed, the blue line is simulated, and we can see that the model does do a very good job in predicting the response to temperature, especially under high temperature conditions. И здесь у нас красным цветом обозначены кривые наблюденных данных, синий с моделированных данных, и мы видим, что по температуре, особенно когда мы говорим о достаточно высоких температурах, модель себя показывает очень хорошо при сопоставлении с наблюденными данными. So if we now look at the temperature sensitivity of different crops, unfortunately I didn't have a graph to show wheat, but what you see here on the left is dry bean and rice, and what we see on the right graph is soybean, peanut, and sorghum. You can see that each of these crops has a slightly different response, especially under high temperature conditions, which are shown on the x-axis. К сожалению, у меня не было подобного графика для того, чтобы показать чувствительность к температуре пшеницы, но я вот откопал графики по фасоли, по рису, по сое, арахису и по сорго. Так вот, мы видим, что эти культуры отличаются, то есть их чувствительность к температурам, особенно к высоким температурам, существенно отличается. So we can see, especially on high temperature conditions above 32 degrees Celsius, that some crops fail earlier, such as dry bean compared to rice. And that we have some crops that are more responsive to higher temperatures, but still fail. И мы видим, что, например, на высокую температуру, то есть мы здесь говорим о температуре выше 32 градусов по Цельсию, фасоль начинает реагировать намного раньше, чем, например, рис, то есть ее чувствительность выше. Ну и также различается ситуация, то есть по-разному реагируют на высокую температуру соя, арахис и сорго. So I want to introduce you to a fairly large international project called ACMIP, which concentrates on predicting the impact of climate change on agriculture, and also looking both at adaptation and the mitigation policies and options. Позвольте вкратце рассказать вам об одном проекте масштабном. Он называется AGMIP, который направлен на его главная цель — это выработка, то есть сопоставление данных по прогнозированию и выработка наиболее оптимальных мероприятий по адаптации и смягчению последствий от изменения климата. So this group project has two parallel activities. One is what we call model improvement and intercomparisons of different crop models for the same crop. Проект реализуется, он, скажем, идет так по двум основным направлениям. Первое из них — это калибровка моделей и усовершенствование моделей. And the second one is looking at multimodal regional impact assessment to help develop policies for local stakeholders. Вот эта калибровка и улучшение моделей производится на основании сопоставления разных результатов разных моделей. Второе направление — это многомодельная оценка изменения климата, и на основании этой работы уже разрабатываются рекомендации для лиц, принимающих решения и разрабатывающих политики.
So why are we using crop models, multiple crop models in agriculture? I already showed you the IPCC projection, which uses multiple GCMs. Для чего же нам, как нам это может помочь, вот эти прогнозирования изменения климата в нашей работе по моделированию в сфере сельского хозяйства? Я уже вам показывал вот эти доклады ГАИК, да, по температурам. Для разработки этих докладов в процессе их подготовки используются различные сценарии. So most of you are working on weather forecast as well. So what you actually see here is the trajectory of a hurricane over the state of Florida, which is shown right here. It is already an older picture, but we know that each of these individual weather forecast models provides a different trajectory. Вы работаете в сфере метеорологии, поэтому, наверное, такие графики и такие карты вам знакомы, вы примерно то же самое делаете. В данном случае на основании исторических данных прогнозируется траектория конкретного урагана. So similarly, in agricultural sciences, we feel that in some cases maybe one crop model is not sufficient. So we need to look at multiple crop models or an ensemble of crop models to look at climate change impact, assessment and adaptation. И также и в сфере сельскохозяйственного моделирования мы понимаем, что данных или прогноза на основании одной модели недостаточно. Эти результаты и выводы, соответственно, будут не очень надежными, поэтому используется целая группа моделей, мы их называем ансамблями, да, или ансамблями моделей, то есть многомодельные оценки для выработки наиболее надежных, для получения наиболее надежных результатов. So as an example here on the left, we see, actually we have wheat here, so hopefully some of you might feel better. This is what we call a T-phase experiment, where actually you can see heaters right above the canopy. So under field conditions, heaters were actually added to the experiment to try to increase the temperature of the environment and look at the response of wheat growth, development and ultimately yield. Здесь на фотографии слева вы как раз видите такое экспериментальное поле пшеницы. Надеюсь, многих из вас это порадует. Наконец-таки у нас не арахис или там соя, а именно пшеница. И на этом экспериментальном поле мы видим, значит, источники тепла и датчики тепла, которые располагаются прямо над культурой. То есть они, во-первых, замеряют температуру прямо над растением, как это влияет, и есть возможность подавать дополнительное тепло для того, чтобы смотреть, как вот это изменение температуры будет влиять на рост, на развитие растений. So the daily weather data from this experimental site, the soil data and genetics, were then provided to multiple wheat modelers. So what we see here on the right, and these individual lines show the response of these individual models to temperature and temperature increase. So we go from 15 to 35. And as we see, that's quite somewhat of a messy response based on these individual lines. Вот эти данные, извините, по данному экспериментальному полю, то есть это температура, погодные различные другие данные, генетические данные были переданы нескольким организациям, то есть были использованы в рамках разных моделей. Эти модели, то есть результаты, которые выдали эти модели, мы видим на графике справа, и мы видим, что некоторые из них достаточно такие, разброс очень большой, да, тут никакого порядка особо не видно. But if we take the mean of all these models, what we call the ensemble mean, shown here in the green, and look at the green light corresponding to that, is actually very close to the observations, which are these red dots on the graph as well. Но если вот то, о чем мы говорили, да, о многомодельной оценке, если взять средние значения, вот это среднее значение по
ансамблю моделей или по группе моделей, мы видим, что данные уже такие более-менее нормальные. So one of the outcomes of this study and several other studies with other crop models for different crop is that potentially the ensemble mean might or median might show a better response for climate change studies rather than using an individual crop model. И выводом данного исследования одним из стало то, что вместо использования результатов одной модели или вообще применения одной модели, конечно, более оптимальным способом является использование так называемых ансамблей моделей для прогнозирования изменений климата и в том числе для прогнозирования урожая. So the second approach of AgriP is what we call regional integrated assessment. So we're really here not only interested in what is going to happen to future yield, but really what is the ultimate economic impact on, for instance, smallholder farmers and what type of policy decisions need to be made to decision makers. Еще есть одно направление работы в рамках данного проекта, по-английски оно называется как Regional Integrated Assessment или интегрированная или комплексная региональная оценка. То есть суть этой работы заключается в том, что нас, конечно, интересует, как будет меняться климат, как это будет влиять на урожайность, но также нас интересует как это повлияет на благополучие, благосостояние фермеров и какие необходимо внедрить законы или регулирования, связанные с социально-экономической жизнью страны. So I want to give you an example of Punjab, Pakistan. So we are talking now about wheat as well as rice. So if you look at Punjab, both in India and Pakistan, it provides a very large amount of food to a fairly large population in Southeast Asia. И вот пример, о котором я говорил. Пример по рису и по пшенице в штате Пенджаб в Пакистане. Это достаточно небольшой по территории, небольшая часть территории Пакистана, но там выращивается очень много зерновых, которые потом обеспечивают всю южную часть страны. So in this particular case, experiments were conducted early on for crop model calibration and evaluation, and then the local scientists of which we collaborated obtained survey data from about 155 farmers for 5 districts in Punjab. И в рамках данного исследования, во-первых, проводились работы моделирования и исследования по рису и пшенице, как я уже говорил. Далее проводилось сбор данных по урожайности и социально-экономических данных путем опроса 155 фермеров в 5 районах Пенджаба, и использовались 2 модели. So we used 2 crop models. So in addition to DSET you've been learning about, we also worked with APSIM, which is a model developed in Australia. And we took the outputs of 5 GCMs for RCP 8.5 and used that as input into the crop models to predict the yield. В дополнение к DSAT использовалась еще модель APSIM. Это результат работы австралийских специалистов. Использовалось 5 вот этих моделей общей циркуляции или GCM в рамках репрезентативной в рамках RCP 8.5. Это у нас репрезентативная траектория, репрезентативная концентрация траекторий для анализа или прогнозирования данных по погоде.
And then we took the yield prediction and used that as input in another economic model called TRAMD, not only to look at the impact on yield, but also look at income for farmers and vulnerability of farmers, and also evaluating potential adaptation strategies. И вот на основании этих двух моделей, DSAT и EPSIM, и условий, на основании условий, о которых я говорил раньше, по RCP 8.5 были получены спрогнозированные данные по урожаю, а они потом уже были использованы в качестве входных данных, были внедрены в экономическую модель TOAMD. Она используется для количественной оценки уязвимости, климатической уязвимости и оценки различных стратегий адаптации. So here is an example of the response of climate change on wheat using two different crop models. So we see EPSIM on the left and DSAT on the right. Здесь мы видим, как влияет, то есть прогноз, да, того, как изменение климата будет влиять на урожай пшеницы по данным двух моделей, слева EPSIM, справа DSAT. So the y-axis is yield, and these are bucks and whisker plots, which hopefully you're familiar with, and the red bucks and whisker plots correspond to what we call current climate conditions, or corresponding to 30 years of historical weather data. Значит, здесь мы видим блочные диаграммы, красным цветом обозначены текущий урожай, то есть с учетом текущих климатических условий. So the other five bucks and whisker plots correspond to 5 different GCMs. So we took the outputs of these GCMs as input into the crop models, and we projected for RCP 8.5 for the 2050s. Следующие 5 блоков соответствуют различным вот этим GCM, то есть моделям общей циркуляции, и были рассчитаны вот эти сценарии до 2050 года. So we can see that the EPSIM model in general is less sensitive to the outcomes of the different GCMs compared to the DSAT crop model. В целом мы что можем сказать? Что модель EPSIM, она менее чувствительна к результатам разных GCM, чем DSAT. But we can see in both cases that for the 2050s on RCP 8.5, in general, we project a decrease in yield. Но в целом можно видеть, что и та, и другая модель к 2050 году по RCP 8.5 дает прогноз о снижении урожайности. So then we did the same for rice. So again, on the EPSIM rice model shown here on the left, the red bar is the baseline, and the DSAT model shown here on the right. Ну, то же самое здесь вы видите, только уже по рису. Опять же, красным обозначена базовая ситуация. Again, we see a similar response. In general, the EPSIM model is not as sensitive to the outcomes of the different GCMs compared to the DSAT crop model. То же самое мы делаем, что модель EPSIM, ее степень чувствительности, ее чувствительность к различным выводам по GCM ниже, чем чувствительность модели DSAT. So then finally, we took the outcomes of this study, and the summary was only what we call a 2-page policy brief. В результате вот этой масштабной научной работы был разработан всего лишь 2-страничный, очень краткий документ, который называется, вот здесь вы видите его, policy brief, то есть это аналитическая записка по политике или по регулированию в определенной области. So the target here was the government of Punjab, the regional government, as well as the government of Pakistan itself. We realized that policymakers don't really have much time to read detailed scientific papers. So we try to summarize in some very clear bullet statements, as well as in some infographs shown here on the second part of the brief. Так как мы понимали, что эта информация должна дойти, да, и должна быть понята руководителями уполномоченной организации, то есть это люди, которые будут принимать соответствующие решения и разрабатывать там какие-то нормативные механизмы регулирования. То есть она должна быть очень компактной и очень понятной для них, поэтому и появился этот 2-страничный документ.
So basically, we had outcomes of 5 different GCMs. So we had 5 different climate projections used as input into 2 different crop models, which were then used as input into 1 economic model. Как я уже говорил, использовалось 5 различных сценариев GCM, 2 модели для получения этих выводов, и потом данные, которые были получены в результате применения этих моделей, были использованы в качестве вводных данных для экономической модели. So, and if you're interested in looking at these types of assessment, ACMIP actually has published protocols. The latest version is version 7.0, and we can probably make this document available through our web portal we've developed for this workshop. Если кого-то, в принципе, заинтересовала эта информация и проведение вот таких оценок по изменению климата, эта информация доступна на сайте AGMIP. Я думаю, что сейчас самая последняя версия этих протоколов — это версия 7. Я думаю, что мы без проблем можем просто загрузить этот доклад на наш сайт, на Google Drive, где у нас содержатся все материалы, все данные по нашему. So then how do we actually practically get to these climate change simulation applications? Ну и что касается того, как можно использовать, практически использовать вот эти модели и результаты моделирования изменения климата. So I showed you in the previous slide the protocols that were developed by the ACMIP project, but you can also find in the literature, and this is actually a publication that we came out in 2011, and at that time we reviewed 221 different peer-reviewed articles where we reviewed how people actually use crop models for climate change simulations. Я на протяжении нескольких последних слайдов познакомил вас с работой вот этого проекта AGMIP, но это не единственный проект, который был направлен на вот оценку того, как можно использовать, практически использовать прогнозирование и моделирование изменения климата. Вот эту статью мы выпустили в 2011 году. В рамках этой статьи ваш покорный слуга и другие ученые проанализировали 221 публикацию по поводу моделирования изменения климата, и вот как раз-таки мы там и анализируем, как же можно, какие существуют методики использования моделей и прогнозов изменения климата для прогнозирования, в общем, в сельском хозяйстве для прогнозирования урожайности культур. So there are many ways of how we can actually use climate change as input into the crop simulation models. Мы можем использовать климатические переменные как вводные параметры наших моделей. So one simple way, and actually Cheryl will show that in the next demo, is that we take the historical long-term climate data and we just apply a slight change factor, a delta factor, or a multiplier to see what a potential impact would be of a temperature change, of a precipitation change. И Шерил как раз-таки по этому вопросу с вами поработает в рамках следующего упражнения, но понятно, что мы можем, модель позволяет нам задать определенную скорость изменения там какого-то фактора или параметра, будь то температура или осадки, это может быть какой-то определенный коэффициент или просто какой-то заданный шаг, например, с такой-то скоростью в течение такого-то периода времени будет изменяться температура в меньшую или большую сторону, и мы можем посмотреть, смоделировать, как это будет влиять на рост разных культур. So the second one is most common, but is more challenging. In this case, you would need to have access to outcomes of GCMs. Второй способ немного более сложный, потому что для него потребуется доступ к данным GCM. So you can then take outcomes of GCMs using different RCPs, very similar to what I showed you earlier, for instance, what we did in Pakistan, and we can look at different time slices or different time periods.
То есть для этого метода, способа использования потребуются данные различных вот этих репрезентативных концентраций, извините, репрезентативных концентраций направлений распределения значений, вот эти RCP различные, да, в прошлый раз, то есть мы говорили о RCP 8.5. Так вот, это можно использовать для моделирования климата при ожидаемом содержании, например, и составе парниковых газов в атмосфере. And we know that these GCMs are not always very accurate because partially they're based on gridded simulations. So we can use that corrections to historical weather data, or we can also use a more accurate downscaling methodology. So that those are two different approaches to working with GCM data. И мы все знаем, что данные, прогнозируемые данные по GCM, они не всегда достоверные, поэтому для их калибровки мы можем использовать долгосрочные исторические данные и получать уже более достоверные. So what we ultimately need would be at least 30 plus years of future daily climate data, either using some type of correction to the historical data or using these downscaled scenarios. Также для калибровки данных GCM могут использоваться так называемые сценарии повышения разрешения или уменьшения масштаба данных. So then we use that as input into the crop models. We always want to compare that to historicals, as I again showed you in the example for Pakistan. So we can run the simulations at least 30 years with historical weather data. And then we use the future climate data as input in parallel to the historical weather data. То есть мы можем использовать фактически ежедневные исторические погодные данные, как я уже говорил, например, минимум за 30 лет, и также использовать ежедневные погодные данные. And then we would be comparing the changes in yield with respect to the historical weather data. In most cases, we are more interested in a relative change. What is the percent increase or decrease in yield compared to the absolute changes? И, соответственно, зная, да, как у нас ситуация складывалась в прошлом, мы можем предположить, как у нас ситуация будет складываться в будущем, что касается урожайности. Единственное, что здесь этот параметр будет относительным, да, то есть это у нас изменение будет там не в тоннах или в килограммах, а в процентах от чего-то, да, от каких-то показателей. However, we need to be very much aware that agriculture is a very dynamic process. We know that each year farmers make different management decisions. In some cases, they improve their management. So it is highly unlikely that the crop management in 2050 or 2100 is the same as we currently have in 2020. Но, как мы уже говорили, сельское хозяйство развивается, это достаточно такой динамический сектор. Да, каждый год фермеры могут принимать совершенно разные решения и по разным причинам. Поэтому есть все основания предполагать, что сельское хозяйство в 2050 или тем более в 2100 году те меры и мероприятия, и решения, которые принимаются сейчас фермерами, они будут совершенно другими через 50 или через 100 лет. So we'll find in many studies what I refer to here within quotes the dumb farmer approach, where scientists assume that crop management in 2050 and 2100 is the same as crop management in 2010 or 2020. И поэтому в литературе мы можем встретить достаточно много работ, я их называю, так, никого не обижая, конечно, работы или исследования по методу тупого фермера. Да, то есть что здесь имеется в виду? Что некоторые ученые все-таки исходят из того, что практики ведения сельского хозяйства через 50, через 100 лет не изменятся, что, конечно же, не так. But the power really of these crop models is that we not only can simulate the potential impact of climate change on yield, but we can also evaluate what we call different adaptation scenarios, where we can look at the impact on climate change on different crops. We can look at potential future varieties that are, for instance, heat resistant or drought tolerant.
Но преимущество, главное, моделей, конечно, состоит не в том, что мы можем прогнозировать урожайность там, или как будут себя вести разные культуры, а в том, что предполагая или прогнозируя определенные изменения климата, мы можем также моделировать, экспериментировать с различными культурами, да, и, например, смотреть, как разные культуры реагируют на изменение температуры или на изменение количества осадков и, соответственно, уже разрабатывать или рекомендовать использование более засухоустойчивых сортов или которые не так сильно реагируют на температуру. And we can even go one step further because we realize that plant breeders will play a very critical role when we look at climate change. So we can use the crop models to create what we call idiotypes. So we can create hypothetical future varieties with the crop model to see what type of varieties are needed to be drought tolerant or heat resistant under future climate conditions. И мы даже можем сделать еще один шаг, как бы пойти еще дальше. Вот на основании тех данных, которые мы получаем, моделируя, да, поведение различных сельскохозяйственных культур при разных условиях, мы понимаем, какие культуры будут вести себя, какие характеристики должны быть у сельскохозяйственных культур, чтобы они были, например, засухоустойчивыми или температуроустойчивыми. И мы понимаем также, что роль селекционеров в будущем, конечно, не будет уменьшаться, значение их работы, и мы можем предлагать им, да, говорить, что вот такие-то, такие-то культуры с такими-то характеристиками, они будут наиболее лучше всего приспособлены к потенциальным условиям в будущем, и они уже, в свою очередь, могут вот на основании этих идиотипов, да, здесь так в презентации, то есть каких-то идеальных сортов растений, вот таких искусственных пока, гипотетических, они уже могут вести какую-то свою работу. And also, some cases we might have a simple solution by changing of planting date. So if it gets too hot during the summer, maybe a farmer should plant earlier or plant later to avoid the hot season. Or when we're looking at drought, we can change inputs, for instance, irrigation. Но не все так сложно. Преимущества, то есть модели нам дают и более простые решения. То есть на основании вот такого прогнозирования если мы знаем или спрогнозировано, что следующий год будет, например, засушливым, мы можем порекомендовать фермерам там чуть-чуть больше поливать. Или, например, изменить дату посадки культуры. Это тоже все делается на основании и благодаря моделированию. So when we look at climate change in general, especially working with crop models or with DSA, there are really an unlimited number of combinations we can explore for future conditions. Поэтому, когда мы говорим о моделях, о моделировании и о модели DSA в частности, в общем, спектр возможностей использования, применения этого инструмента, он не ограничен ничем. Огромный, очень широкий. So you